Приветствую вас, друзья! Продолжая цикл видео о том, что Советский Союз заимствовал или воровал у стран Запада, в этом видео я хотел бы рассказать вам про автомобили, которые выпускались в СССР под собственными марками, но разработанные далеко за пределами Союза. При этом граждане СССР даже не подозревали о том, что эти автомобили были разработаны не советскими инженерами, а где-то там, далеко, за границей. Об этом просто не принято было говорить, а в большинстве случаев даже запрещено. В царской России все первые автомобили завозились с Европы, а единственным заводом, который успел до революции приступить к выпуску автомобилей, стал завод автомобильного московского общества. Но он занимался сборкой автомобиля Fiat 15 TER из импортированных итальянских машинокомплектов. В 1931 году этот завод был переименован в ЗИС и начался выпуск грузовиков Dispatch SA грузоподъемностью 3 тонны по лицензии американской фирмы Автокар. В СССР американские грузовики получили название АМО-2, затем АМО-3, а позже ЗИС-5. В 1929 году в Нижнем Новгороде, переименованном в Горький, был построен автомобильный завод ГАЗ, выпускавший по американской лицензии на американских сборочных линиях легковые и грузовые автомобили Ford. Эти два предприятия стали основой автомобилестроения СССР. Легковой автомобиль среднего класса ГАЗ-А, выпускавшийся в СССР с 1932 года, является точной копией американского автомобиля Ford модель А, выпускавшийся с 27 по 31 год. В США этот автомобиль в 1931 году уже считался технически устаревшим, а в СССР в 1932 году народу представили его как новинку. Автомобиль ГАЗ-М1, выпускавшийся в СССР с 1936 по 1943 год, является копией американского автомобиля Ford модель Б, выпускавшийся с 1934 по 1935 год. Этот автомобиль также считался в США уже технически устаревшим, и его решили продать в СССР, где, конечно же, его представили как свою разработку. Легендарная советская полуторка, она же ГАЗ-АА, выпускавшаяся с 1932 года, является копией американского грузовика Ford модель АА, выпускавшегося с 27 по 32 год и проданной Советом как устаревшая модель. Представительский автомобиль красный путиловец L1, который пытались выпускать в СССР в 1933 году, является копией американского Buick 3290, выпускавшегося с 31 по 33 год в США. Однако советские инженеры не смогли скопировать на тот момент очень сложную и прогрессивную конструкцию, обладающую обилием автоматики и сервоприводов. Собранные 6 автомобилей L1 постоянно ломались и в серию так и не пошли. Представительский автомобиль ЗИС-110, выпускавшийся в СССР с 45 по 58 год, является копией американского Packard 180, который выпускался с 40 по 42 год и в 45 году уже считался устаревшим. Советский Москвич 400, выпускавшийся с 46 по 54 год, является точной копией немецкого Opel Kadett K38, который выпускался в Германии с 37 по 40 год. Так как завод Opel был разрушен, а документация не уцелела, трофейный автомобиль просто разобрали и скопировали. При этом подключили пленных немцев, работавших до войны на заводе Opel. Также на свет появился Москвич 402, который является копией автомобиля Opel Olympia Record, и Москвич АЗЛК 2141, который выпускался с 86 по 98 год и был копией французского автомобиля Simca Chrysler 1308, выпускавшегося с 75 по 80 год. ГАЗ-21, выпускавшийся с 58 по 70 год, является копией американского автомобиля Ford Mainline, выпускавшийся с 52 по 58 год. При этом фигурка оленя на капоте Волги была скопирована с фигурки Крайслера Фаэтона 30-х годов. ГАЗ-24, выпускавшийся с 67 по 86 год, является копией американского Ford Falcon, выпускавшегося с 59 года. Это касается и кузова седан, и кузова универсал. На самом деле подобных примеров, когда Советский Союз копировал автомобили, самолеты, оружие, бытовую технику, продукты питания у западных стран и выдавал их за свои разработки, очень много. И в следующем видео я вам с удовольствием о них расскажу.